По данным ВОЗ, каждый год в мире от осложнений сахарного диабета умирает более 2 миллионов человек. Диабет – это коварное заболевание, при котором нарушается усвоение глюкозы ввиду абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, что приводит к значительному нарушению метаболических процессов в организме. Диабету зачастую предшествует инсулинорезистентность. Это состояние, при котором нарушается метаболизм глюкозы, что является фактором риска, способным привести к диабету. В развитых странах инсулинорезистентность регистрируется примерно у 20% населения. Инсулинорезистентность – это кратковременное или продолжительное снижение чувствительности клеток к инсулину, из-за чего глюкоза не может ими использоваться. Глюкоза, которая образуется при переваривании пищи, это универсальный источник энергии, благодаря ему человек функционирует. Чтобы глюкоза попала в клетки, ей нужен специальный переносчик – инсулин. Но когда чувствительность клеток к инсулину снижается, глюкоза не может попасть в клетку. В результате уровень сахара в крови повышается. Об инсулинорезистентности мы слышим все чаще, и побороть ее нужно до того, как она перерастет в диабет. Белковый гормон, который выполняет в организме функции проводника глюкозы, помогая ей попасть в клетку, где она используется в качестве источника энергии. Инсулин наряду с другими гормонами вырабатывается в поджелудочной железе. В ткань этой железы вкраплены структуры неправильной формы, так называемые островки Лангерганса, названные в честь открывшего их немецкого ученого Пауля Лангерганса, которые и продуцируют инсулин. При абсолютном или относительном дефиците инсулина возникает сахарный диабет и связанное с ним нарушение обмена углеводов. Без коррекции невосприимчивости к инсулину формируется и прогрессирует диабет второго типа. Ухудшается самочувствие, возникают проблемы с сосудами, сердцем, страдает весь организм. Их много. Точную причину может определить только врач. Не занимайтесь самодиагностикой и самолечением. Наиболее частые причины – это избыточный вес, пожилой возраст, малоподвижный образ жизни, хронический стресс и недосып, гормональный сбой. Для этого состояния характерно поражение кожи. При инсулинорезистентности часто видны невооруженным глазом черный акантоз – это потемнение и уплотнение кожи в области шеи, подмышек, паха, и акрохондромы – новообразование на коже, напоминающее папилломы, на этих же участках тела. Также характерны темные, сухие, шелушащиеся локти. Важно помнить, что в некоторые жизненные периоды резистентность к инсулину считается нормальным явлением. Сюда относятся, например, беременность или подростковый возраст. Серьезного лечения такие состояния, как правило, не требуют. Нужно лишь оперативно корректировать дозировки сахароснижающих препаратов и дождаться, когда гормональная буря окончится. В остальном же лечение инсулинорезистентности заключается в устранении ее причины. Лишний вес нужно снизить до нормы при помощи низкокалорийной диеты и спорта. Недосып ликвидировать, стрессы постараться свести к минимуму. Нормализовать питание и режим, чтобы снизить частоту гипогликемии. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!